Глава 2. Ибо не бывает свободен тот, кто раб есть плоти своей. Луций Аний Сенека. Прошло почти 3 месяца со дня возвращения сэра Генри Брэдфорда из Индии. За это время произошло множество событий. Лично я начал практиковать Око Возрождения на следующий же день после того, как полковник рассказал мне о нем. Результаты не замедлили проявиться. Я был чрезвычайно доволен. Почти все время полковник был занят устройством своих дел, восстановлением связей, прервавшихся за время его отсутствия, и налаживанием нового бизнеса, благо теперь сил для работы у него было в избытке. Поэтому после того памятного дня, когда я узнал о содержании практики Ока Возрождения, мы довольно долго не виделись. Когда сэр Генри наконец мне позвонил, я с энтузиазмом принялся рассказывать ему, насколько заметно изменилось мое энергетическое состояние и психологический статус всего лишь за несколько недель практики. Я также сообщил ему, что более чем удовлетворен результатом, и что последние крохи сомнений относительно эффективности Ока Возрождения развеялись в моем сознании без следа. Я был настолько воодушевлен, что жаждал непременно поделиться удивительным секретом источника молодости со всеми, кому это могло бы помочь. Поэтому в конце нашей беседы я задал полковнику следующий вопрос. «Послушайте, Генри, а как вы отнесетесь к предложению провести занятия по обучению ритуальным действиям Ока Возрождения для желающих здесь, в Лондоне?» «Неплохая идея», — ответил он. «Я с удовольствием взялся бы за это, но при соблюдении 4 условий. Во-первых, в группе должно быть примерно равное количество мужчин и женщин, представляющих по возможности все слои общества, от высококлассных профессионалов интеллектуальной сферы деятельности до домохозяек и чернорабочих. Конечно, было бы неплохо привлечь и кого-нибудь из аристократии, однако, боюсь, на первый раз это будет сложно, особенно при таком пестром составе группы. Во-вторых, группа должна состоять из лиц, которым не меньше 50 лет. Верхняя граница возрастного ценза не устанавливается. Если вам удастся отыскать 100-летнего старца, я буду просто счастлив. Разумеется, практика Ока Возрождения исключительно благотворно сказывается и на молодых, однако первая группа у нас будет как бы показательной, поэтому на выполнении второго условия я однозначно настаиваю. И потом, у молодых еще есть время. Не так много, как им кажется, но... В-третьих, количество членов первой группы не должно превышать 15 человек. И в-четвертых, не должно быть фиксированной оплаты. Тот, кто захочет платить за занятия, пусть платит столько, сколько сам сочтет нужным. Если собранной суммы не хватит на покрытие расходов по аренде помещения, я компенсирую недостающую часть из своих средств, благо их у меня вполне достаточно. Признаться, третье условие полковника слегка меня разочаровало. Я склонен был видеть в воображении просторный зал, заполненный множеством людей, усердно практикующих Око Возрождения. Сделать, однако, я ничего не мог, и мне пришлось принять все 4 условия полковника. Вскоре мне удалось набрать группу, отвечавшую всем тем требованиям, которые выдвинул сэр Генри, и занятия начались. С самого начала я понял, что затея наша буквально обречена на успех. Полковник проводил одно установочное занятие в неделю и давал домашнее задание каждому члену группы сообразно его возможностям. Уже через 2 недели мне показалось, что я замечаю явные признаки улучшения состояния некоторых членов группы. Однако полковник требовал, чтобы мы не обсуждали друг с другом достигнутые результаты, поэтому у меня не было возможности проверить свою правоту. После месяца занятий полковник положил конец этой неопределенности. Он предложил устроить нечто вроде собрания группы, на котором каждый мог бы поделиться своими наблюдениями и получить ответы на интересующие его вопросы. Все без исключения члены группы говорили о довольно заметных улучшениях состояния здоровья и общего тонуса. Внешность очень многих заметно изменилась к лучшему. Однако наибольшего прогресса достиг самый старший из учеников полковника, очень милый сухонький старичок 75 лет. К 10-й неделе занятий все члены группы выполняли все 5 ритуальных действий в полном объеме по 21 разу. И все утверждали, что чувствуют себя не только здоровее, но и моложе. Некоторые в шутку утверждали, что больше никому не говорят, сколько им в действительности лет. По этому поводу я вспомнил, как в самом начале занятий кто-то поинтересовался, сколько лет полковнику, и он ответил, что предпочитает умолчать об этом до окончания 10-й недели тренировок.
Указанный сэром Генри срок пришел, но он по-прежнему о своем возрасте ничего членам группы не говорил. Я же сделал вид, что тоже не имею об этом ни малейшего представления. Тогда кто-то предложил провести своего рода викторину. Пусть каждый напишет на листочке бумаги, сколько, по его мнению, полковнику лет, а затем, когда истина будет открыта, мы посмотрим, чья догадка была самой верной. Мы так и поступили, и к тому моменту, когда сэр Генри Брэдфорд вошел в зал, все листики с написанным на них его предположительным возрастом были собраны. Когда я рассказал полковнику о нашей затее, он попросил: «Будьте так добры, Пит, дайте эти листики мне». Весьма интересно, какое объективное впечатление о моем возрасте складывается у людей. А потом я объявлю во всеуслышание, сколько мне лет в действительности. Он взял бумажки и начал вслух зачитывать числа. С каждым новым вариантом выражения лица полковника делалось все более довольным. Все члены группы решили, что полковнику либо около 40, либо немного за 40. Итак, леди и джентльмены, я считаю своим долгом выразить вам глубочайшую признательность за столь лестные комплименты в мой адрес, сказал полковник, окончив оглашение вариантов. И поскольку вы все были честны со мной, мне придется отплатить вам тем же и без утайки признаться, в нынешнем году мне исполняется 73. В зале установилась мертвая тишина. 73-летний старик, который выглядит почти в 2 раза моложе своих лет? Непостижимо. Потом, когда первичный шок прошел, градом посыпались вопросы. Как же так, почему достигнутый вами результат настолько более радикален, чем то, что удалось сделать нам? Таков был смысл большинства из них. Прежде всего, ответил полковник, не следует забывать, что я практикую оковозрождение уже не первый год. Вы же все занимаетесь всего лишь 10 недель. Даже при том режиме тренировок, которому вы следуете сейчас, через 2 года вы отметите значительно более существенные сдвиги. Но это еще не все. Ведь я рассказал вам о практике оковозрождения не до конца. Вы знаете о 5 ритуальных действиях, которые восстанавливают здоровье и жизненную силу. В известной степени они также изменяют внешность человека, позволяя ему выглядеть несколько более молодо, чем он есть на самом деле. Однако для того, чтобы привести тело в идеальное состояние и значительно омолодить его, существует еще одно, 6-е ритуальное действие. До настоящего момента я ничего вам о нем не рассказывал, потому что без предварительного освоения первых 5 и получения очевидных результатов их практики выполнять 6-е ритуальное действие попросту бессмысленно. Кроме того, практика 6-го ритуального действия не даст результата и без весьма существенных ограничений, связанных с образом жизни вообще и в частности, с сексуальной жизнью. Причем, раз начав практиковать 6-е ритуальное действие и внеся необходимые изменения в свое повседневное поведение, человек должен продолжать в течение всей жизни. Так же, как и в случае первых 5 ритуальных действий, перерывы в занятиях не должны превышать 1 день. Прекращение же практики чревато очень скорыми и серьезными разрушительными последствиями. Поэтому я не стану рассказывать вам о 6-м ритуальном действии прямо сейчас, а предложу в течение недели поразмыслить над моим предупреждением. Тот, кто решится продолжить обучение, пусть приходит на следующее занятие. Для тех, кто намерен ограничиться 5 ритуальными действиями, курс обучения закончен. Через неделю в тренировочный зал явились 5. Полковник сказал, что когда до конца решает идти целая треть группы, это очень хорошо. В Индии у него ни разу не было такого замечательного результата. Потом он объяснил, что дополнительное ритуальное действие перераспределяет и видоизменяет сексуальную энергию человека. В результате не только ум, но и все тело качественно изменяются. Правда, для этого необходимо разумно ограничить себя в том, в чем подавляющее большинство людей меньше всего хотело бы себя ограничивать – в сексе. А затем сэр Генри рассказал о том, как выполняется 6-е ритуальное действие практики оковозрождения.